Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня у нас подзакопанный ресторанчик, местный ресторанчик, до который подает стейки, пиццу и прочее. Но самое главное, конечно же, стейки. Вы знаете, уютненько выглядит. Мест много, а места мало. Но тем не менее, почти все забито, а мы заехали посреди недели. Я надеюсь, это говорит о качестве подаваемых блюд. Это и будем проверять. Засели мы, господа, в ресторанчик. Алексей приехал и, связался через телегу. Он уже даже и на экскурсию съездил. И завтра у вас еще одна экскурсия будет. Да. Это те самые экскурсии, которые мы устраиваем с Романом. Попозже, наверное, пару хвалебных отзывов о нас расскажешь. Сейчас давай про то, как добрался, легко ли добраться, все дела и как меня нашел. Костю я нашел через YouTube, все очень просто, ссылка на телеграм-канал, там в закрепе сообщение, то есть я написал Константину, буквально через 5 минут Константин со мной связался, я, конечно, это может быть банально, не верил, что так оно будет, думал, может на следующий день ответит, но нет, буквально через 5 минут мне Константин ответил. Константин мне помог тут же с жильем, разные варианты предложил. В общем, огромная благодарность на разные ценовые сегменты. Мы с супругой тут же определились с местом, где будем отдыхать, сколько будем отдыхать. И позже уже по экскурсиям также Константин дал развернутый роудмап, то есть где, что, когда, разные абсолютно ценовые категории. Мы съездили в Далат, абсолютно чумовая экскурсия на целый день, аутентичный Вьетнам, в общем, персональный водитель, комфортный джип. Что там говорить, Вьетнам это древняя страна со своей культурой, историей. Да, обязательно приезжайте. Волю судьбы. Я еще и на обзоре оказался. Рекомендую вообще. Здорово. Сервис у Константина на высшем уровне, я считаю. Стараюсь. Да, в общем, только теплые, добрые слова в его адрес от меня вы можете услышать. Алексей, спасибо тебе огромное за такой развернутый комментарий. Господа, как видите, ничего сложного в этом нет. Пишите, обращайтесь, и все будет. Давай по поводу еды. Так как этот рестик в основном заточен на все-таки стейки, то мы, наверное, сегодня стейки пробовать и будем. Абсолютно согласен. Я думаю, что здесь будет вкусно. Это мы удостоверимся и посмотрим, потому что у них есть различные виды. Во-первых, баран, страус и олень. Это мы тоже закажем, естественно. Затем у них есть разделение австралийский стейк и американский стейк, что меня тоже радует, потому что все-таки качество именно самого мяса австралийского и американского, оно отличается. Еще новозеландское есть, кстати, тоже очень приличное. По поводу цен, надо отметить, не так-то и дорого. Потому что... давай, ладно, как его зовут? Страус, да, он не особо у нас там котируется. А вот если взять австралийский стейк, который мы один заказали, с сливочным соусом, маленький размер 90 тысяч, а большой размер 130. Мы маленький взяли, потому что у нас будет много стейков, мы решили по маленькой пройтись. Это очень дешево, то есть я считаю, что в Москве таких цен... вы из Москвы, да. Да, таких цен нет. То есть там цена, я думаю, на самое такое низкокачественное мясо начинается от 1000 рублей. То есть стейк дешевле 1000 особо не найдешь? Нет, может быть где-то в столовой там, но это будет просто котлета. Я понял. Это не будет мясо куском. Грубо говоря, здесь должны были быть цены такие 200-250 тысяч донгов, тогда было бы это... Похоже на московские цены. Похоже на московские. Да, но единственное, конечно, здесь есть подвох, это слово size. Да, и L, да. Что это означает? Это может быть 50 грамм, может быть 300 грамм. И, в общем, здесь посмотрим, будет очень интересно. Да. В общем, заказ мы уже сделали, дожидаемся и с места в карьер. Первые два блюда к нам уже подъехали. Здесь сосиска, а здесь сложно угадать, но я ставлю на страуса. Отрезай мне кусок, я тебе, и, соответственно, поменяемся. Тут прям отваливаете так быстро. Давай. Да, это, судя по всему, домашняя какая-то сарделька. Не знаю, посмотрим. Мы тут давеча готовили. У меня есть с чем сравнить. Так и ты давай тоже отрезай, да пробуй. Да. И ладно, я с этим соусом, который здесь типа
страуса. По-моему, это покупная колбаска. Это вкусно. Ну, ребят, за 75 тысяч вот одна такая покупная из супермаркета. Я не уверен, что это того стоит. Давай я отпилю кусок страуса, если это он, конечно. Ну, я, конечно, небольшой специалист по местным сосискам, но, скорее всего, действительно, это не вручную сделанное, потому что фарш очень мелкий и похож на заводскую обработку. По-моему, это все-таки страус. Его сложно отличить, потому что он похож на говядину, и, знаешь, нужно пробовать говядину одновременно, страуса одновременно, тогда ты еще поймешь что-то. Но либо олень. Вот олень от страуса я... Да, на мой вкус, это однозначно не олень. Не олень? Да. Ага. Это, скорее всего, страус. Но я, честно признаться, страуса никогда в жизни не ел. Это мой первый опыт. Ну, где мы в России... Но я ставлю тоже на него. Да, где мы в России покушаем страуса. Не, ну, может, где-то и есть, но это экзотика. Очень вкусно. Давай так, да, действительно, пройдемся именно конкретно по вкусу. Ну, сосиска, Господь с ним, что-то вот действительно, зачем подавать? Ребята, у вас написано грильная сосиска за 75 тысяч. Ну ладно, с точки зрения подачи, все красивенько, но это обычно супермаркет, и ну зачем? Я не очень в этом понимаю. С точки зрения мяса, назовем это стейком, хоть здесь и полная прожарка, именно поэтому я и думаю, что страус все-таки оленя криминал подавать полностью, да, таким прожаренным. Да, да. Вкусно, соус неплохой, интересный. Да, хочу отметить особенно нежную структуру мяса. Да. Я почему-то думал, что страус, он выглядит такой поджарый, сухой, и ставил на то, что мясо будет очень жесткое. Но на самом деле оно либо предварительно термически обработано, но здесь выше всяких похвал. Это я бы съел с удовольствием, и жене бы своей заказала, детям. Это прям вот просто нежнейшее и вкуснейшее. На мой взгляд, на мой вкус. Я не докопаюсь, это хорошая, вкусная штука. Ценник в районе там 120 что-то. По мне, маловато. Можно близко чуть-чуть побольше. Ну, ты видишь, да, кусок такой не огромный. С учетом того, что в России это редкость, и это прям вот деликатес из деликатесов, я бы сказал, что это наоборот, это очень доступно. И вообще, как бы, я в шоке от того, что мясо очень качественное, вкусное и вот так дешево стоит. Вот и хорошо, что у нас есть два разных мнения. В данном случае мне бы хотелось побольше все-таки за такую цену, а ты говоришь, значит, нормально. Нормально, абсолютно. Долго не задержимся, у нас много блюд. Едем далее. Мы сейчас приступим к следующим блюдам, а Роман быстренько пока скажет мнение по поводу страуса. Не знаю, страус это или нет, но самое главное, что это вкусно, мне очень понравилось. Если бы мне принесли этот кусок мяса, сказали, вот говядина, я бы сказал, супер. Ну, а это и правда, страус похож на говядину, тут я ничего не скажу. Будет прикольно, если это действительно была олень. Да не, вот это должен быть да, олень. Да, ну мало ли, вдруг они перепутали. Они же приносят, они даже не говорят, что они принесли, они такие, ну ладно, типа. Разберетесь. Заказали, да, как-то так. Вот и что хотите. По идее, у тебя олень, а у меня американская говядина. Причем еще прожарка. Ты заказал специальную прожарку. Да. И вот будем надеяться, что они в нее попадут. Да какая там? Я вот уже отрезал, там о прожарке речи нет, потому что весь стейк, сейчас вы это увидите на крупном плане, он толщиной там 6 миллиметров. Пробуем. Так, пробуем, да. Грибной соус хороший. Ну вот, проживав вот это, нет, жуется нормально, достаточно мягонько, все нормально, соус вообще грибной, отличный, все по кайфу. Но, ребят, ну стейком это назвать нельзя, это, знаете, отбивная. Вот тонюсенькая вот такая отбивная, нормальная, мягкая, хорошая, добротная, но это не стейк, конечно. Ну, я попробовал какое-то мясо, мы вроде как методом исключения решили, что это оленина. Но это не оленина. Ну, либо я, может быть, просто ел каких-то других до этого оленей. Может быть, здесь какие-то местные. Вот мы на экскурсию как раз, когда ездили в Далат,
нам говорили о том, что здесь в джунглях водятся олени вьетнамские, они тут действительно водятся, я был в шоке. Саблезубые. Да, вот, возможно, это они, но вот в России у нас олени совершенно другие. Это мясо, оно, во-первых, более красное, более жилистое, оно больше похоже на мясо дикого животного, то есть таким вот ярко выраженным кровяным вкусом, как печень, например. Да, это там. вкус дичинки, да. Да, здесь этого нет. Это мясо, если честно, больше похоже на свинину, чем на оленя. Но вот я лично думаю... Ну, свинины у нас сегодня не заказано. не- Давай да. махнемся блюдами. Я поэтому и удивлен. Как бы я ожидал услышать привычный вкус оленя, а его здесь просто нет. Мне кажется, это страус. Ты Может думаешь, быть... вот это страус? Ну, сейчас я попытаюсь Я угадать. говорю, вообще, вы, по-моему, перепутали абсолютно все мясо. Нет? Дело не в этом. Потому что вот это, то, что я жую, от вот предыдущего страуса не отличается нахрен вообще ничем. Вот, да. Кстати, действительно. А вот это, когда ешь, это хоть понимаешь, что это говядина. Я сейчас это попробую. Обязательно. Я отрезаю этот действительно очень тонкий кусок Вот мяса. поэтому, ребят, здесь очень много таких мест, они называются бокешки, то бишь на берегу, и там подают тебе крокодила, страуса, оленя, и это все вот в таких вот микрокусочках зажаренное вот так. Разницы вообще никакой нет. Что ты одно закажешь, что крокодила, что оленя, страуса, ты будешь есть просто достаточно мягкое, тушеное мясо с каким-либо соусом, с которым ты заказал. Здесь ты понимаешь, что ты ешь говядину. Да, однозначно. Тут вопросов нет. Да, вообще вопросов нет. Соус, хочу сказать, что, опять же, это непривычный для меня грибной соус, который обычно подают к стейку. Здесь с мясом. Допустим, в Москве, да. Но, тем не менее, он просто немножко другой, и он все равно очень вкусный. Говядина нежнейшая, ну как сказать нежнейшая, она не такая жесткая, как я ожидал. То есть она действительно прожевывается. И, ну, про прожарку Константин уже сказал, по вкусу... Её ну, нет. Да, но оно прожарено. По вкусу это, ну, за такие деньги, я считаю, что 95. придраться не к чему. То есть это, по сути, ну, там, 380 рублей, практически ресторанная подача. Ну, у меня слов нет, как бы здесь все, я считаю, на уровне. То есть вот на уровне той цены, которая заложена в этот кусок мяса. Это действительно мясо, действительно говядина, то есть не что-то фаршеобразное, перемолотое, безвкусное. Нет, здесь прям вкус говядины, вкусный соус, ну, просто немножко все, ну это не стейк. Вот, по-моему, ты прям так Вот, сказал. вот, в это том-то не и стейк. дело. То есть это не Понимаешь? стейк. То есть это вкусная еда, вопросов нет. да. Еда вкусная. Называть это стейком, я вот сидел сейчас, да, и хотел тоже подытожить, называть это стейком, ну, достаточно самонадеянно с точки зрения ресторана, на мой взгляд. Поэтому, понимаете, ну, назовите это домашней отбивной. Ну, да, да. или, ну, приготовьте бифстроганов из этого, и у Да. вас будет вкуснейший, замечательный бифстроганов, Кстати, либо да, отбивная. бифстроганов из этого получился бы просто идеальный. На сметаночке, с лучком. Это было бы просто белиссимо. И я думаю, что местным бы это очень даже понравилось. Но местные гонятся за громкими названиями. У нас название американский стейк, понимаешь? Американский стейк, ты же знаешь, вот эти Том и Джерри, это вот Да. вот котлета, она такая срезанная с ноги там или что. Вот это, на мой Да, взгляд, американский стейк, настоящий. Когда ты идешь в стейк-хаусе, да, и тебе на огне бородатый дядька, который там вот этот хипстер такой обжаривает, вот это все, и у тебя там кровище течет, когда ты его режешь. Вот это американский Красота, стейк, ребята. да, это- А это... ну, Константин прямо описал, и мне даже стало немножко грустно, что мы сегодня это не попробуем. Попробуем что-то другое, но тоже вкусное и Да. недорогое. Роман пробует, говорит свое мнение, а мы едем далее. Подъехали следующие два блюда, а именно у меня ризотто с лососем. Сейчас поковыряемся, посмотрим, есть ли там лосось. А у тебя недостающий стейк, который... У нас тут были какие-то перипетии. И да, момент с перипетиями следующий. Мы заказали сливочный соус.
И я такой, ну, креми, соус, да, отлично, все, давайте со сливочным соусом. А потом смотрю, снизу приписка, перевод на вьетнамский, и там написано соус фомай. Фомай это под сыром. Я такой, нет, стойте, стойте, не надо нам вашего вот этого сыра местного. Принесите нам под винным соусом. Так что у тебя, вот там мы пробовали американскую говядину, и она была мягкая, неплохая, все здорово. Здесь у тебя австралийская, это должно быть, по идее, более жестким. Нарезай, пробуй, а мы давайте посмотрим, как у меня выглядит ризотто с лососем. Ну, это мясо жестче, на мой взгляд. Про прожарку, да, говорить не приходится. Да, про прожарку, да. Здесь еще хуже, чем было в прошлый раз. Давай посмотрим, что здесь. Ну, настолько тонкое мясо, ну что, ну какой... Ну, не, ну это well done абсолютно. И тонкое мясо. И это как бы один кусок, то есть это реально кусок, это не отбивная, это вот какой-то кусок мяса. Вот, такой вот он. Вот здесь чуть-чуть потолще. Ну, мы пока тут базарили, сырок подзастыл, но давайте смотреть. Здесь не кусочки лосося, здесь типа фарш. Нет, смотри, кусочки тоже имеются. Ну, да, еще тепленький, горяченький, смотри. Короче говоря, ничего так, ризотто с лососем под сыром. Пробую ризотто, Алексей. Ну, мясо действительно, на мой взгляд, жестче, чем было до этого. Единственное, что соус здесь уже однозначно, это именно винный соус. Это и по текстуре, и по вкусу абсолютно очевидно. Но мясо, ну это говядина, да. Слава богу, да. То есть сомнений по типу как оленя там или кого-то нет, да? Это говядина, ну, в меру мягкая, в меру жилистая, опять же очень тонкая, ну все то же самое. То есть это не стейк, это просто, ну не знаю, тонкая, нежная говядина под неплохим винным соусом. Я бы сказал так. То есть... Скажи, пожалуйста, что вкуснее, австралийская или американская или австралийская? То, что было до этого. Вот та говядина, которая была до этого под грибным соусом, у нее более ярко выраженный говяжий вкус. Одновременно с этим она нежнее, и текстура у нее гораздо приятнее. Ну, вот, честно признаться, это мясо я бы второй раз бы не стал заказывать, просто потому что, мне кажется, цена у них не сильно отличается, а то мясо было действительно лучше, чем это. И зачем заказывать это, если есть то же самое, только лучше? Ну, как бы. Ну, в целом, да, я согласен. Давай махнемся, пробуй ризотто. Я тоже кусочек говядинки заценю. И, на мой взгляд, ну, давай подотрежу. На мой взгляд, ну, да, американская умеют. Ну да, это пожестче, значительно. Так, ну, ризотто я пробую. Вот, попробуй нормально. Неплохое ризотто. Действительно, вот такое европейское блюдо. То есть хороший рис, вкусный сыр. Я удивлен, потому что я думал, что это будет что-то вот местное такое, похожее больше на майонез. Вкусный сыр, он тянется, солоноватый. Рыба сюда подходит, но качество самой рыбы, я бы сказал, что среднее. Ну, она сухая. Да, то есть, если честно, больше похоже на какую-то горбушу, чем на какого-то там среднее. Ну, лосось семга имеется в виду обычно. Да. Но, тем не менее, вкусно. Для разнообразия, почему нет, очень даже неплохое блюдо. На мой взгляд, по ризотто, в принципе, это можно назвать ризотто. Единственное, что, на мой взгляд, слегка кашеобразное. Все-таки ризотто должно быть рассыпчатым. На мой взгляд, опять же, каждый может как угодно готовить. С точки зрения вкуса, рыба присутствует, сыр присутствует. В общем-то и неплохо. Учитывая цену, то и вполне себе нормально. Роман, ну и давай, с кого хочешь начать? Кого похаять? С кашей. С кашей, да? Вот, правильно. Молодец, начал. Давай. Ну да, это больше похоже просто на рисовую кашу с лососем, но на ризотто как-то отдаленно. Ну, типа там сыр добавили, получается ризотто уже сделано. Ты знаешь, я вот
Ладно, еще чуть-чуть докопаюсь. Ризотто в свое время в Испании я перепробовал очень много, и здесь я не почувствовал насыщенности вкуса в самом рисе, то есть рис достаточно пресный. Да, специи навалены, но ризотто ведь готовится на курином бульоне, на хорошем таком. И рис, когда ты кушаешь, такой, хорошо, здорово. Роман. Ну а вот говядина, что американская, что австралийская, понятно, что качество говядины хорошее было изначально, но они зачем-то вместо стейка сделали вот этот вот тонюсенький отрез. Лучше бы они цену увеличили и сделали нормальный кусок, чем вот так портить мясо. Я всегда говорил именно это. Ребята, увеличьте цену, но сделайте хорошо. Может быть, они рассчитывают на более массового потребителя. И да, не исключено, что это работает, потому что сейчас в Рестике нет свободных мест. Вообще нет. Все столы заняты. Может быть, там, по-моему, отдельный кабинет, там он свободен. А в остальном, учитывая, что у нас кабинет занят, и все остальные столики ровно то же самое. Поэтому, может быть, у них все это и хорошо. Но стейковая культура во Вьетнаме, господа, именно от местных шеф-поваров, хромает. Подытоживая это местечко, лично я про себя скажу, это громковато называть себя биф-стейк хаусом, рестораном и так далее. Как это в названии у них отмечено. На мой взгляд, хорошее, вкусное мясо с неплохими соусами. По поводу же остальных блюд, ризотто им бы научиться тоже готовить. Я лично приготовлю вкуснее и лучше. Алексей, твое мнение? Соотношение цена-качество, мне кажется, здесь идеальное. На самом деле мы поели неплохого мяса. Просто действительно это был не стейк, а хорошее, такое нежное, вкусное мясо под интересными соусами. Я нисколько не жалею, что мы сегодня здесь оказались. Очень приятное местечко с очень вкусной и доступной едой. Татьяна, может быть, ты что-то хочешь сказать? Привет, маму. Хочу передать сыну Святославу. Привет, Свет. А по поводу еды? По поводу еды вкусно. Ризотто каша, страус неплохо. А ты страуса от оленя отличила? Да, страус нежнее. Да? Гораздо нежнее. Страус понежнее. Так что рестик, хоть и закопанный, самое главное, что он дешевый и для местных подходит. Ну а с вами был Алексей. Костян. Всем пока. Не переживай, если что-то упало, это подсъемки пустятся в этот момент. Хорошо. Делай свое мнение. Сосиска, Господь с ним, это самое вот. Сосиска, правда, не заслуживает общего внимания. Мнение Романа, даже рецепторов Романа, сосиска не заслуживает.